Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о корги. Что мы знаем о них? Многие видели корги. Если на улице пробежит корги, перепутать его с кем-то другим невозможно. Это низенькие, но крепкие собаки с короткими лапками и длинным телом, пушистым хвостом, а иногда и без него, и огромными ушами-треугольниками, которые будто всегда настороже, и взгляд полный харизмы. Очень милые и очень древние. И мало кто знает, что это пастушья собака. Кто-то скажет, что это за пастух? Пастухи — это овчарки. Как такая маленькая от волков отару сторожить будет? Да и только ли отару? И почему именно корги? Почему такая низкая посадка и невероятная энергия? Обо всем об этом и еще много о чем мы узнаем здесь и сейчас об этой удивительной собаке. Поехали! История вельш-корги уходит так глубоко в прошлое, что сами жители Уэльса привыкли считать их частью своей земли, ее культурного кода и легенд. Археологи подтверждают это. Во время раскопок поселения 8-9 веков на юге Уэльса были найдены кости небольшой собаки, удивительно схожей со скелетом современных корги. Уже тогда эти низкорослые пастухи жили рядом с людьми, делили с ними хлеб, работу и опасности. Первые письменные свидетельства о породе встречаются в X веке в законах уэльского короля Хивела Доброго. И там корги предстали не просто как собаки, а как ценнейшие рабочие помощники. За убийство такой собаки виновник обязан был выплатить хозяину компенсацию – целого вола. Для сравнения, за любую другую собаку, даже принадлежавшую самому королю, давали лишь барана. Это не случайность, а прямое свидетельство того, что корги стоили гораздо дороже. И не только в материальном смысле. Почему же именно эти собаки имели столь высокий статус? Ответ прост. Они работали не за еду, не ради похвалы, а наравне с человеком. Корги сопровождали стада овец и коров, действуя совершенно самостоятельно. Им не нужно было постоянное руководство пастуха. Они инстинктивно понимали порядок, чувствовали границы, управляли животными быстро и бесшумно. Эти коротколапые псы отважно бросались на защиту стада. Будь то дикий зверь или разбойник, потеря такого верного стража и работника действительно оборачивалась для крестьянина катастрофой. Есть красивая версия, что предков сегодняшних корги привезли викинги, когда их дракары причаливали к берегам Туманного Альбиона. Возможно, это были норвежские лунденхунды, небольшие собаки с острыми ушами, у которых особое строение защищало слух от влаги и песка. Сходство с корги очевидно. Маленький рост, упругость движений, умение быстро реагировать на команды или вовсе действовать без них. Кто-то спросит, ну как они могли охранять стадо, например, от волков? На первый взгляд трудно представить, как маленькая собачка с короткими лапами могла противостоять огромному хищнику вроде волка. Но корги никогда не были физическими бойцами. Их сила заключалась в другом. Прежде всего, в умении работать со стадом. Корги действовали не в одиночку, а вместе, как хорошо организованная команда. Их задача не была в том, чтобы вступить в прямую схватку с волком. Это было бы самоубийством. Вместо этого они использовали хитрость, скорость и выученные приемы. Корги работали на опережение, замечая хищника раньше, чем тот успевал приблизиться к овцам или коровам. Собаки тревожным лаем и резкими маневрами сбивали волка с курса, отвлекая его внимание. В то же время они быстро собирали стадо в плотную группу, чтобы хищнику было труднее вырвать отдельную жертву. Кроме того, короткий рост играл свою роль. Корги были ловкими и юркими. Волку было сложно схватить такого противника, который нырял под его морду, кусал за лапы и тут же отскакивал в сторону. Для стаи волков корги были скорее раздражителем, мешавшим атаке и не дававшим сосредоточиться. Таким образом, охрана заключалась не в победе над волками, а в том, чтобы не дать ему шанса. Ум, смелость и командная работа делали корги грозной преградой на пути любого хищника.
Однако вельшкорги проявили себя не только как овечьи пастухи, их доверяли для работы с табунами пони и с куда более сложной живностью – домашней птицей. Когда в Уэльсе началось активное разведение гусей и уток, именно корги стали лучшими сопровождающими огромных стад пернатых на городские рынки. И здесь снова проявлялась их особенность. Они работали молча, не пугая птицу лаем. Несколько собак, слаженно действуя командой, могли гнать сотни голов почти без потерь. Для средневекового крестьянина это было настоящим чудом, ведь каждая птица значила деньги, еду, выживание. Так постепенно маленькая собака с большими ушами стала символом хозяйской надежности и трудолюбия. Ее ценили за умение быть незаменимой. Со временем, конечно, роль корги изменилась. Из деревенских пастухов она превратилась в компаньона, а позже и в любимцев королевской семьи. Но это было намного позже. Хотя официальная история вельшкорги в мире кинологии началась сравнительно недавно. Их дебют на выставках состоялся в Англии в 1925 году. Из других источников в 1892. Но на самом деле в 1892 году не было официального признания породы. Речь идет о том, что именно в конце 19 века уэльсы начали впервые выставлять собак, похожих на современных корги. И тогда же в породных кругах заговорили о двух ветвях – будущих пемброках и кардиганах. Но официальное признание вельшкорги как породы состоялось значительно позже. В деревнях Уэльса корги существовали веками, но о породе никто не говорил. Это были просто рабочие собаки фермеров. В 1892 году в Кардифе прошла выставка, где впервые показали низкорослых пастушьих собак, предков современных корги. Их отметили как отдельный тип, хотя пока без статуса официальной породы. Настоящее признание случилось в 1925 году, когда Kennel Club зарегистрировал вельшкорги как отдельную породу. В то время пемброки и кардиганы считались одной породой, и лишь в 1934 году их разделили на два самостоятельных стандарта. Для публики это было открытие. Невысокая собака с короткими лапами, но удивительно крепким телосложением, большими стоячими ушами и живым взглядом мгновенно выделялась среди других пород. Уже тогда корги подкупали своей необычной внешностью и врожденным обаянием. Однако настоящая слава ждала их впереди, благодаря самой королевской семье Великобритании. В 1933 году герцог Йоркский, будущий король Георг VI, сделал подарок своим дочерям, принцессам Елизавете и Маргарет. В их дом пришел первый корги по имени Дуки. Маленькая собачка сразу стала любимцем детей, но особенно ее полюбила юная Елизавета. С этого момента началась длинная и трогательная история дружбы королевы и ее верных питомцев. Когда Елизавета взошла на трон, корги вместе с ней переехали в Букингемский дворец. Собаки оказались не просто домашними любимцами, а настоящими членами семьи. Они сопровождали хозяйку повсюду, гуляли с ней в садах, сопровождали на отдыхе в шотландском Бальморале и даже участвовали в официальных мероприятиях. Многие государственные лидеры, приезжая на прием к королеве, впервые сталкивались с тем, что по коврам дворца свободно бегают маленькие собаки с гордыми глазами. Корги стали неотъемлемой частью имиджа британской монархии. Их изображали на фотографиях, картинах и даже памятных монетах. Благодаря этой королевской привязанности порода получила огромную популярность в мире. Тысячи людей захотели завести себе такого же питомца, каким восторгались на снимках с королевой. Елизавета II за долгие годы жизни воспитала более 30 корги. Она знала каждого по имени, характеру, привычкам. Собаки жили с ней бок о бок, и о них ходило множество трогательных и смешных историй. Говорили, что корги имели доступ почти во все комнаты дворца, спали на специально подготовленных подушках и питались по особому меню. Но при этом они оставались самыми настоящими собаками, игривыми, упрямыми
иногда шкодливыми. А что с названием? Почему вельш-корги? Что касается значения слова вельш в названии породы, то тут все прозрачно. Вельш означает валлийский, то есть родом из Уэльса. А вот с происхождением второй части названия все куда интереснее. Слово корги имеет несколько трактовок, и каждая из них по-своему отражает сущность этих собак. Первая версия связывает кор с валлийским словом «наблюдать» или «собирать». В таком случае корги можно перевести как собака-сборщик, собака-пастух. Этот вариант кажется логичным, ведь именно умение собирать стадо воедино сделали корги незаменимыми помощниками на фермах. По другой версии кор означает гном или карлик. Тогда корги – карликовая собака. И действительно, низкий рост, короткие лапки и сказочная внешность породили немало легенд. В Уэльсе корги считали подарком фей, а их шерстяная седловина на спине будто напоминала о том, что маленькие волшебные всадники когда-то ездили на них верхом. Есть и более суровое толкование. Кор как злой или жесткий, тогда корги переводится как злая собака. Но это не про характер, а скорее про боевой дух и готовность смело бросаться в защиту стада. И у корги, как у породистой собаки, конечно же, есть стандарт породы. Как мы уже говорили, корги бывают двух разновидностей – пемброк и кардиган. Их стандарты во многом схожи, но есть и важные различия. И те, и другие изначально были пастушьими собаками на Британских островах. Только кардиганы жили в юго-западной части Уэльса, а пемброки на юге. Корги невысокие, в среднем 25-30 см в холке при весе до 14 кг. Благодаря удлиненному телу и низким конечностям создается характерный приземистый силуэт. Морда напоминает лисью, клиновидная, с выразительными глазами темного цвета и большими стоячими ушами. Уши – одна из визитных карточек породы. У пемброков они чуть меньше и острее, у кардиганов крупнее и закругленнее. Тело удлиненное, с крепкой спиной и широкой грудью. Несмотря на короткие лапы, собака должна выглядеть сбалансированной, без признаков тяжеловесности. Что насчет хвоста? У пемброков он чаще короткий или купированный, что создает эффект помпона, тогда как у кардиганов хвост длинный, пушистый и в спокойствии опущен вниз. Шерсть у них жесткая, средней длины, с густым подшерстком, защищающим от холода и влаги. Допустимы различные окрасы – рыжий, палевый, соболиный, триколор с белыми отметинами. Кардиганы бывают еще и тигровыми, голубыми, мраморными. Характерная походка корги свободная и легкая, несмотря на короткие лапы. Шаги должны быть энергичными и уверенными, демонстрирующими рабочие качества собаки. По стандарту эта собака активная, дружелюбная, но смелая и самостоятельная. Ее взгляд умен и живой, а поведение сочетает преданность хозяину и пастуший инстинкт. И действительно, главные черты характера животного – это жизнерадостность, доброжелательность и активность. При практически полном отсутствии агрессивности в поведении корги – отважная собака с высокоразвитым интеллектом. Они очень активны и любят подвижные игры, хорошо дрессируются. Как истинно пастушья собака, корги любят и умеют работать в команде. Они не склонны к доминированию, но слушаться будут только хозяина, который относится к ним с пониманием и любовью. Истеричный, нервный, вспыльчивый человек вряд ли может рассчитывать на любовь и дружбу корги. Слишком уж умна эта собака и не будет дружить с невротиком. Уход за животными несложный. Купание нечастое, поскольку шерсть имеет хорошие водоотталкивающие свойства и грязь не собирает. Систематический груминг требуется только пару раз в год во время активной линьки. Питание сбалансированное. Помня о склонности корги к перееданию, нужно контролировать количество пищи. Строение тела корги тоже требует внимательного отношения к характеру физических нагрузок. Чтобы избежать травм позвоночника, нужно избегать прыжков с высоты на землю. Многие заводчики рекомендуют оберегать щенков от передвижения вниз по лестницам. Вельш-корги – большая собака в маленьком теле. Такую характеристику чаще всего приходится слышать от владельцев этих собак. Удивительно, как в столь некрупном животном помещается столько любви, жизнерадостности, общительности и преданности к человеку. А уж по уровню интеллекта и интуиции корги
Корги даст фору многим признанным помощникам человека из числа крупных служебных собак. Отличный характер, удивительные артистические способности, очаровательная внешность позволили представителям породы снискать любовь во многих странах мира. Кстати, пастушья работа выработала еще один характерный признак этой породы – бесстрашие. Если предки не боялись вступить в бой с волками, то и ваш питомец безо всяких сомнений и раздумий бросится в схватку даже с противником, значительно превосходящим его по размерам. У собак этой замечательной породы есть еще интересная особенность. Они любят трогать хозяина лапой или подталкивать его носом. Вельшкорги садится рядом и по несколько раз подряд с небольшим интервалом времени аккуратно касается вас, как бы намекая на то, что более интересного занятия, чем пообщаться с такой в высшей степени привлекательной и умной собакой, просто не найти. Вельшкорги – это собаки, которые излучают радость и позитив. Их невозможно представить грустными или угрюмыми. Кажется, что у этой породы вовсе отсутствует способность к хандре. Корги радуются всему. Встрече с хозяином, прогулки в парке, игре во дворе. Это настоящие оптимисты в мире собак. Хоть вельшкорги выглядят воплощением доброты и очарования, у этой породы, как и у любой другой, есть свои слабые стороны. И важно о них знать заранее, чтобы потом не разочароваться. Во-первых, корги – это собаки с очень высоким уровнем энергии. Их предки были рабочими пастухами, и этот темперамент никуда не исчез. Если не давать корги достаточно физических нагрузок и умственной активности, они начинают скучать и находят себе развлечения сами. Грызут мебель, роют ковры. Нет ковра, есть кошка и скучно. Будем гонять по дому кошку. Незачем ей грустить. Инстинкты этого пса требуют, чтобы все живые существа, окружающие его, находились под контролем, были организованы и двигались только в нужном направлении. Именно отсюда привычка, особенно молоденьких корги, покусывать людей сзади за ноги, за пятки. В отсутствие гусей или овец на роль подопечных определяются члены вашей семьи, которым придется потерпеть такие проявления характера породы. Отучить питомца от этой привычки несложно, нужно только проявить последовательность и настойчивость. Во-вторых, упрямство. Корги умны, но этот ум по-своему. Они быстро понимают команды, однако исполняют их только тогда, когда сами считают нужным. Такая независимость требует от хозяина терпения, настойчивости и умения быть вожаком. Третья особенность – склонность к лишнему весу. Вельшкорги любят поесть. Это тоже заложено генетически. Пастушья работа требовала много сил, а восстановить их можно было только плотно перекусив. У современных собак забот поменьше, а вот любовь к еде осталась на прежнем уровне. Поэтому вельшкорги никогда не откажется от лишнего кусочка. Другое дело, что переедание при отсутствии активной работы негативно скажется на здоровье собаки. Прежде всего на позвоночнике. Наконец, корги могут быть шумными. Они любят комментировать происходящее лаем и не всегда сразу понимают, что это кому-то мешает. Корги – это удивительные собаки, но требуют дисциплины, активности и заботы, чтобы их лучшие качества раскрылись в полную силу. И если все устраивает, то корги точно вас не разочарует. Их улыбчивая мордочка и живые внимательные глаза неизменно вызывают симпатию. Взгляд корги наполнен задором, умом и каким-то теплым дружелюбием. Эти собаки не только обожают людей, но и умеют находить общий язык с детьми и другими животными, становясь центром любой компании. Корги неприхотливы в уходе, покладисты в характере и при этом необычайно умны. Их интеллект делает общение легким и интересным, а дрессировку увлекательным процессом. Именно поэтому корги становятся не просто питомцами, а настоящими друзьями, которые учат радоваться жизни и ценить простые вещи. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.